Классический РТС переживает не лучшие времена. Рынок наводнен в основном градостроительными стратегиями, мало чем отличающимися друг от друга, а с классикой все очень плохо. Переиздание Warcraft показало, что Близы уже не те. Студия Westwood загнулась еще в 2003 году, утянув за собой Дюну и Command and Conquer. И только Age of Empires стараниями Microsoft пока еще жива, хотя и стагнирует. Если кого-то забыл, напишите в комментариях, рад буду вспомнить игры, а может и поиграть. А теперь еще и классические РТС заболели модными тенденциями, и разработчики пытаются выпускать ремастеры, которых отчаянно натягивают сову на глобус. Простите, вытянуть старые текстуры до современных разрешений. И не особо заметно прошел в 2020 году анонс игры Tempest Rising. Ее заметили из-за схожести с Command and Conquer. Периодически она даже подавала признаки жизни и даже забиралась в списки ожидаемых стратегий топовых блогеров. Игра в 2023 практически пропала с радаров, а теперь обзавелась демо, что меня очень обрадовало. Всем привет, Сальса Геймер у микрофона. Рад видеть вас на канале. Tempest Rising — классическая РТС со строительством базы и штамповкой юнитов. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы с первых кадров не понять, чем вдохновлялись разработчики. Это играми серии Command and Conquer. Здесь тоже по сюжету планета переживает последствия ядерной войны. И теперь в особо пострадавших районах начал появляться редкий минерал, который, собственно, и называется Tempest — буря. Две фракции — силы глобальной обороны, GDF, и династия Dynasty вступают в открытую конфронтацию, так как обе хотят полностью контролировать этот загадочный, но очень ценный ресурс. Естественно, это также означает, что мы получаем две сюжетные кампании, по одной для каждой стороны, а загадочная третья фракция будет доступна в мультиплеере. Демо мы играем за GDF. Разработчики раньше демонстрировали геймплей за эту фракцию. Нам позволят построить лишь штаб, систему наблюдения, казарму, пару укреплений и добывающий завод. Основной ресурс в игре Tempest. Его и будем добывать. Во время добычи нужно быть осторожнее. Tempest похож на цветок, и если ваш харвестер начнет добывать его с середины, с корней, то все его ветви с бутонами завянут, и вы останетесь без ресурсов. Юнитов показали немного, только пехоту и джипы. У пехоты GDF можно опробовать 4 подразделения: обычные пехотинцы, гренадеры, закидывающие врага гранатами, инженеры с дронами и медики. Всего в игре подразделений пехоты 8, но дали опробовать только эти. Из других роликов от разработчиков можно было увидеть и технику. У GDF есть танки, также машина пехоты, которая может расставлять минные поля на дорогах, самоходная артиллерийская установка. Юнитов нужно умело комбинировать, а иначе не выиграть. Пехотинцы отлично разбираются с любой вражеской пехотой, но практически бесполезны против техники. Гренадеры разносят любое укрепление и технику, если смогут подойти достаточно близко, что частенько проблематично. Инженеры могут проводить разведку и с помощью дрона наносить урон скоплением техники и зданиям. Медики лечат весь личный состав. Танки GDF отлично расправляются с техникой врага, но против пехоты с гранатометами и укреплений династий они беззащитны. Минеры могут обезопасить базу, наставив вокруг мин, но им хватит пару попаданий, чтобы выйти из строя. Артиллерийские установки наносят с большого расстояния значительный урон. Они уводят из строя электронику, от чего замедляется стрельба у вражеской техники, и без труда разносят любые укрепления. Артиллерийская установка в игре — гибридный юнит. Она может наносить урон и вблизи, и издалека, но для этого игрок должен успевать переключать режимы. Это я так подвожу к тому, что у каждого юнита есть свои особые свойства. Джипы могут стрелять противопехотными патронами, пехотинцы закладывают противопехотные мины, а артиллерия может переключаться между двумя режимами. К тому же у командира есть козырь в рукаве — особые приказы, которые покупаются за местную валюту. К какому-либо виду войск они не привязаны, и из них нам пока продемонстрировали только авиаудары. За династию поиграть пока не дали, но внешний вид войск и набор юнитов у фракции совершенно другой, а судя по всему и игра отличается полностью. Из особенностей могу назвать и гранатометчиков, которые хорошо разносят любую технику. К тому же, в отличие от хиленьких укреплений GDF, которые в основном состоят из пулеметных турелей, династия может строить башни, наносящие огромный урон юнитам на большой площади, что превращает лобовую атаку на базу в программу утилизации техники и живой силы. На резках геймплея за династию мелькали танки с огнеметом, но больше их нигде не показывали, и что они из себя представляют, пока непонятно. Показали основной наступательный юнит династии. Это танки, которые быстро разбираются
собираются с любыми укреплениями, а поддерживают их ракетные установки и пехота. Графика в игре приятная, модельки смотрятся красиво, немного мультяшно. Каждый юнит детально проработан, солдат можно различить по форме и шлемам, не говоря о том, что техника различается друг от друга очень сильно. На технике можно рассмотреть некоторые детали: ходовой механизм, люки, антенны, взрывы и попадания анимированы хорошо, на 4 из 5. Что говорить, графика сейчас шагнула вперед, и Tempest Rising старается за ней поспеть. В игре нет сейчас новомодных индикаторов попаданий. Попали в гусеницу, машина хуже ездит. Попали в орудие, нечем стрелять. Есть полоска ХП, она закончилась, все, до свидания. Но это игру не портит. Система горячих клавиш работает как в классической РТС. Проблема у игры в другом. Техника на поле боя ведет себя временами странно. С логистикой у нее все очень плохо, и периодически юниты выбирают сложные обходные маршруты, а подойдя к месту назначения еще наворачивают круги, не стреляя в противника. Мне кажется, экспедиторы внутри. К тому же творятся чудеса с физикой. Техника и солдаты то просачиваются сквозь друг друга, то нет. При этом пехотинцы не расступаются, чтобы дать проехать. И давить танками и машинами вражеских солдат нельзя. Но и от мелочи. Поиграв только одну миссию, я пришел в восторг. Мне очень нравится игра. Пусть она не сложная, что-то взяли из других игр. Command & Conquer, StarCraft и Dune. От этого играется она не хуже. Бодро, весело, динамично. И музыка на фоне играет соответствующая. Я очень хочу, чтобы игра вышла поскорее. К сожалению, точной даты релиза у нее нет. Приблизительно назван конец 2023, но игра вроде бы как должна была выйти в 2022, так что может переехать на 2024. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал рублем, подпиской и лайками. Отдельное спасибо Даниилу Павчик за долгосрочную поддержку канала и моей жене Надюше. Пока-пока и не бомби по пустякам.